Здравствуйте, с вами Айжан Ям. Сегодня у нас 22 день, и мы с вами продолжаем. Сегодня я хочу поднять очень серьезный вопрос. Речь идет о второй стороне медали, когда мы работаем со своим подсознанием. Если вы уже имеете мастер-кит, либо вы присматриваетесь к нему, или вы читаете отзывы, то наверняка вы заметили, что все пользователи мастер-кит делятся на два лагеря. Одни, которые в восторге от мастер-кит, которые получили потрясающие результаты, мы еще их называем мастеркит lovers, которые не представляют жизнь без мастер-кит. И есть второй лагерь людей, которые не получили результаты, которые называются очень плохо мастер-кит, которые либо получили обратный эффект, либо очень сильно обожглись. И сегодня я хочу поговорить, почему это происходит и что с этим делать. Очень важно понимать, что когда мы начинаем прорабатываться, копаться в себе, прорабатывать свои установки, обиды, страхи, эмоции, когда мы начинаем брать ответственность за свою жизнь, разбираться в себе, менять и перекраивать наше мышление, это все проходит не бесследно. Мы не компьютерная программа, чтобы открыть какой-то файл, взять, нажать кнопку Delete, и все каким-то образом поменяется. Мы все люди, у нас есть эмоции. И когда мы начинаем копаться в себе, у нас открывается очень много эмоций. Поэтому многие люди испытывают большой дискомфорт. Но об этом почему-то никто не говорит. Хотя каждый, абсолютно каждый пользователь, кто работал, и неважно, с каким инструментом вы работали, это мог быть мастер-кит, может быть, вы работали с психологом, или вы занимались духовным развитием, или, может быть, религией, или еще что-нибудь вы изучали. Мы все проходим этот этап, когда мы начинаем копаться в себе, когда мы начинаем проживать все эти эмоции, когда мы растормаживаем все, что у нас находится внутри, мы все проходим очень тяжелый период. У кого-то проходится легче, у кого-то тяжелее. Но мы абсолютно все проходим через эти этапы. То есть это ощущение одиночества, потерянности, апатия, грусть необъяснимая. Это все нормальные состояния. И сегодня мы будем их разбирать. Когда мы с вами работаем с сознанием и подсознанием, мы с вами исследуем свой ум, проживаем эмоции, вытаскиваем из нас своей психики все подавленные эмоции. Это очень непростая работа, с которой нужно подходить очень ответственно. А что такое мастер-кит? Мастер-кит — это инструмент, который нам позволяет работать с нашим подсознанием через наше сознание. То есть подсознание — это то, что мы не осознаем, безосознанность наша, да? Но мы, когда прорабатываемся, мы это делаем осознанно, отдавая себе отчет через наше сознание. Это очень глубокий и мощный процесс, к которому нужно относиться очень внимательно. Зачастую люди подходят к мастер-кит очень халатно. Это лично мое мнение. Они рассматривают только как бизнес, как купи-продай. На самом деле мы с вами не кастрюли продаем. Я тоже рассматриваю как бизнес, как источник дохода, но я это рассматриваю именно потому, что я считаю, что это потрясающий инструмент. Если с ним правильно работать. Мы с вами не кастрюли продаем. Это живой продукт, с которым нужно правильно работать. Когда мы с вами работаем со своей психикой, а мастер-кит нам позволяет работать с нашим сознанием и подсознанием, к этому нужно относиться очень осторожно. Да, наше подсознание никогда не позволит нам сделать что-то больное, то, что нас может навредить, оно может скорее закрыться, но, тем не менее, это очень серьезный процесс. Когда мы с вами работаем с тренажером мастер-кит, или мы работаем с психологом, ну или с каким-нибудь духовным учителем, да, неважно. Когда мы с вами работаем, мы с вами проходим через несколько этапов. И это нормальные процессы. В первую очередь это большая эйфория. Мы хотим свернуть горы, нам кажется, что все, наша жизнь теперь поменяется. Мы не можем спать от счастья. Это состояние мы испытываем, когда мы покупаем что-то новое, или мы выигрываем какой-то розыгрыш, или покупаем новый дом, или получаем грант в университет, или мы куда-то переезжаем, когда, в общем, у нас что-то очень хорошее случается, у нас точно такое же состояние эйфории, счастья, нас переполняет эмоции, но через какое-то время это все спадает. Это нормальный биологический процесс, потому что мы не можем постоянно радоваться, это слишком энергозатратно, и наш организм так надолго не хватит. Поэтому это нормальное состояние, когда мы очень-очень радуемся, и потом эта эйфория начинает спадать.
Это нормальный процесс. Потом наступает будни, и мы с вами должны продолжать прорабатываться. Но что происходит? Многие люди, когда спадает эйфория, они перестают прорабатывать, потому что им кажется, что они не получают результаты, а те результаты, которые они думали, что они получили первые дни, они считают, что это, наверное, просто совпадение, или так просто получилось. Или они считают на этом все, и многие люди бросают на этом этапе мастер-кит. Они говорят: да, я получила очень классные результаты, да, было все хорошо, но я не знаю почему, но я перестала прорабатываться. Есть другая категория людей, которые продолжают прорабатываться даже после того, как у них спадает эйфория, они заставляют себя, и в этот момент они ощущают очень много разных эмоций, начиная от сомнения, от грусти, от какого-то непонятного ощущения, им некомфортно, но они продолжают это делать. Вот этот период один из самых сложных. Почему? Давайте я вам приведу такую аналогию. Все, что мы имеем на сегодняшний день, то есть семья, деньги, отношения. Представьте, что мы розетка, и мы подключены к определенному ресурсу, да? И вот вся эта сеть, это то, что мы имеем на сегодняшний день. И когда мы с вами прорабатываемся в тренажерах Мастер-Кит, мы с вами трансформируем наши установки, наши убеждения, наши понятия. Мы начинаем разбираться, что мы хотим, что мы не хотим, и в какой-то момент у кого-то это происходит за один день, очень быстро, а у кого-то идет накопительный эффект, и в какой-то момент мы просто выключаемся, вытаскиваемся из этой розетки. По идее, мы проходим постоянно через эти этапы, мы все время вытаскиваемся себя из розетки. Но в жизни без мастер-кита или без духовного развития, без работы над собой, это проходит в течение очень долгого времени. Например, когда мы с вами ходили в садик, мы были подключены к одной розетке. Потом, когда мы закончили садик, нас оттуда резко отрывают, нам очень некомфортно, мы приходим в школу. И мы с вами переходим в школу, и мы потихоньку подключаемся к новой розетке, и у нас появляется новая жизнь. В этот момент это очень большой дискомфорт, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, потому что это стресс. Потом мы с вами ходим в школу, мы начинаем привыкать, и если мы переходим в другую школу, у нас появляется опять такой процесс, потом мы заканчиваем школу, потом мы подключаемся, выдергиваем из этой розетки, мы переходим в другую стадию, когда мы проходим в университет, потом у нас обратно выходит, мы начинаем искать работу, выходим замуж, появляются дети, переезжаем в другой город, эмиграция или еще чего-то, и мы постоянно, по идее, проходим через эти этапы. Но когда мы с вами работаем над собой, эти этапы проходят намного быстрее, и вам даже скажу больше, намного чаще. И это вызывает огромный дискомфорт, и это вызывает стресс. И когда мы с вами прорабатываем мастер-кит, у каждого человека по-разному, у кого-то это получается безболезненно и очень быстро, у кого-то это очень болезненно, с большим сопротивлением, дискомфортом, но в какой-то проходит момент, когда мы уже готовы, мы с вами отключаемся от этой розетки, но пока мы не подключимся к новому, вот это состояние неопределенности, вот это и есть ощущение одиночества и безысходности, потому что нету стабильности. Каждый человек проживает этот период по-разному. Кто-то закрывается в себе, не хочет никого видеть, не хочет ни с кем разговаривать, кто-то начинает уходить в себя, кто-то, наоборот, начинает искать помощь извне, начинает просить всех, чтобы они помогли, разобрались. И в этот момент человек не совсем понимает, что с ним происходит. Кто-то, наоборот, четко начинает понимать, что его не устраивает в своей жизни. Кто-то продает свой дом, переезжает в новый город, может быть, какие-то люди разводятся, потому что они понимают, что они все больше не хотят такой жизни. Кто-то меняет работу, кто-то открывает бизнес или меняет сферу деятельности, и это все нормальный процесс. Каждый проживает его по-своему. Но, тем не менее, как бы вы ни проживали, это очень в душе дискомфортный процесс. Поверьте, это нормальный этап, через который проходит каждый человек, но почему-то не все об этом делятся, потому что не принято об этом говорить, потому что мы говорим только о том, что хорошо или плохо, а то, что у нас проходит внутри, этот дискомфорт, мы не можем его we can't articulate, мы не можем словами передать то, что у нас происходит внутри. Когда мы работаем над собой, мы всегда проходим через эти 5 стадий, которые, мне кажется, очень важно знать и быть готовыми к нему. Первое. Мы ощущаем перемены. У кого-то это происходит очень быстро, буквально за ночь. Они понимают, что все, они поменялись, и теперь они не могут жить как прежде. Либо у кого-то идет это накопительный эффект. То есть они как снежный ком набираются, и потом бац, все, тронулся лед, и они уже ощущают эти перемены.
Второе, ощущает очень сильное одиночество, ощущение, что никто не понимает, никто не может объяснить, что происходит, им очень грустно, кошки внутри скребут, необъяснимо, почему это происходит, вроде бы все хорошо, но реальность ваша не устраивает. Это очень большой-большой сигнал, что вы двигаетесь в правильное направление. Важно помнить, что это временное явление. Я понимаю, что внутри очень дискомфортно, очень неприятно, хочется, чтобы это закончилось, ощущение безвыходности, но просто напоминайте себе, что это временное явление, что все проходит и это тоже пройдет. Третье – это понимать, что прежде не будет никогда. Потому что когда вы прорабатываетесь, вы меняетесь, и то, что вас радовало раньше, то, что вас устраивало раньше, вас не будет уже устраивать. Это такой факт. Вот здесь у нас и активизируется сопротивление, потому что мы, люди, созданы так, что мы не любим изменения. Особенно остро это проявляется в отношениях, потому что бывает такое, что человек уже готов, что все, он не хочет находиться в этом браке или не хочет находиться с этим человеком, но терять стабильность гораздо страшнее, и люди понимают, что все, они переросли эти отношения, но они не могут их разорвать. Либо, если вы понимаете, что вы больше не хотите этим заниматься, но вам страшно терять, потому что мы не знаем, что нас ожидает впереди. Мастер-кит есть целый уровень, посвященный сопротивлению. Но перед тем, как мы вообще приходим к сопротивлению, мы с вами проходим первые два этапа. Но, к сожалению, об этом никто не говорит. И многие люди даже не доходят до сопротивления на первом или на втором этапе, они перестают прорабатываться. И это самое, наверное, печальное, потому что у тебя все растряслось внутри, ты хочешь перемен, но ты и не хочешь, чтобы что-то менялось, и в этот момент человек бросает, и тут у нас появляется состояние неудовлетворенности, состояние безысходности, недопонимания вообще, что произошло, потому что человек еще не разобрался с собой. Четвертое – это понимать и отдавать себе отчет, что такие скачки будут у нас достаточно часто, потому что мы прорабатываем в тренажерах Мастер-Кит. Зачем? Чтобы ускорить эти процессы, потому что мы с вами трансформируем свои установки постоянно через жизнь. Мы считали, что деньги плохо, потом у нас какие-то происходят события, и мы понимаем, что да нет, не так уж они и плохо. Или богатые люди плохие, и через жизнь у нас происходит трансформация. Или мы считаем, что или понимание карьеры, понимание жизни каждый раз у нас трансформируется через жизнь. И через жизнь мы постоянно из одной розетки проходим в другую розетку. Но в Мастер-Кит мы этот процесс ускоряем. Поэтому очень важно быть готовы к этому. Я понимаю, что до конца готовы быть невозможно, но хотя бы понимать, что это нормальный процесс. И пятое, самое главное, это понимать, что это нормальный процесс, и все, что у нас происходит, все, над чем мы работаем, это все идет к лучшему, потому что когда мы с вами прорабатываем, трансформируем, мы идем к лучшему. Это примерно то же самое, что если, допустим, взять гусеницу, которая превратится в бабочку. Для того, чтобы она превратилась, она должна перебороть какие-то вещи. Это будет сложно, но поверьте мне, оно того стоит. Я ни в коем случае не хочу вас напугать, я просто хочу, чтобы вы знали, что если вы проходите через эти этапы на данный момент, что это нормально и что вы не одни, это просто временное явление, это абсолютно нормально. Мы всегда говорим, что предупрежден, значит вооружен, поэтому если вы будете готовы и вы будете понимать, что это нормальный процесс, через который проходит каждый человек, вы, скорее всего, будете меньше сопротивляться. И еще, если вы еще не имеете мастер-кит и только к нему присматриваетесь, пожалуйста, выбирайте своего наставника внимательно, потому что вам должно быть с человеком очень комфортно. Вам нужен человек, которого вы слышите. Это вовсе не означает, что наставник будет прорабатываться вместе с вами или будет вместо вас прорабатываться. Абсолютно это не так. В любом случае, каждый человек должен это делать самостоятельно, потому что инструмент это по саморегуляции. Но наставник – это тот человек, которого вы будете слышать, который может вам подсказать, что делать и может направить вас в правильное русло. Ну что, я надеюсь, что это видео было полезным. Я желаю вам удачи. Пожалуйста, не бросайте мастер-кит, прорабатывайтесь, потому что вас ожидают очень большие перемены. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте в комментарии внизу этого видео. Ну что, мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока.